Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 13 ноября, сегодня у нас с вами понедельник, начало новой рабочей недели. Но сегодня, обращаем ваше внимание, у нас с вами необычный день. Почему? Для многих людей этот день станет днем старта и даже решающим днем. Почему? Потому что у нас сегодня с вами новолуние. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас именно новолуние в 12 часов 27 минут по московскому времени. Но это новолуние необычное. Почему? Во-первых, это новолуние такое, знаете, созидающее. Оно будет очень хорошо влиять на многих людей. Да, но в знаке зодиака Скорпион. Но вы знаете о том, что Скорпион у нас с вами отмечает и за партнерство, за деньги, за финансы, за отношения. Поэтому ваша сегодняшняя задача спланировать так, чтобы подумать, что же вы будете делать на протяжении этой недели. Что будет в личной жизни, подумайте о том, с кем вы хотите на этой неделе пообщаться, возможно, с кем-то открыть свой бизнес, или, возможно, подумайте о том, что вам стоит перейти на другую новую работу. Но не сегодня, не 13 ноября, потому что у нас сегодня сами новолуние, а уже начните активно действовать буквально с четверга, со среды и четверга на этой неделе. На что сегодня стоит вам обратить внимание? Обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо писать свои планы, при этом в любой сфере, которая вас интересует и вам важна на данном этапе. Интересуют деньги, пропишите, как вы хотите иметь деньги, сколько вам нужно денег, для чего вам нужны деньги. Но также не забывайте прописывать более детально. Если мы с вами говорим об имуществе, то подумайте о том, что вы хотите. Помните о том, что все в нашей жизни осуществимо. Многие люди даже не думают о том, что они являются волшебниками, и они могут изменить свою жизнь по мгновению волшебной палочки. Да, многие думают, что это сказки, но вы должны понимать и то, что мы читали с вами в детстве и мечтали, это в реальности существует. Главное, чтобы вы смогли изменить свою жизнь. Если вы будете менять себя, менять свою жизнь, заниматься саморазвитием, образованием, мечтать, нести созидание, понимать о том, что вы творец, у вас в вашей жизни действительно будет происходить очень много важных изменений. Кроме того, сегодня новолуние, и это новолуние, если вы помните, у нас с вами был коридор затмений, достаточно тяжелый был период у многих людей, помните, что там у нас на Ближнем Востоке, и это все и сыграло вот такой момент. Поэтому это новолуние сегодняшнее, и то, что нас ждет в ближайшие 2 месяца, попытайтесь воспользоваться возможностью. У вас обязательно все получится. Почему? Дело в том, что уже начиная с следующего года мы с вами опять зайдем в коридор затмений, мы с вами зайдем в не очень хорошие события, но об этом мы с вами поговорим в другом видео. А сейчас нам главное готовиться к Новому году, к Рождеству. Планируйте, мечтайте, и некоторые люди даже смогут до начала этого года осуществить кардинально изменить свою жизнь. Да, возможно, кому-то это будет сложно, но помните о том, что вы все можете сделать и все вы можете изменить. Только ваше желание и только то, что вы действительно хотите это сделать. Вообще сегодняшний день это день для планирования. Стройте свои планы. Но очень важно, чтобы вы в эти планы не посвящали никого, даже близких и родных. Захотели помечтать, мечтайте, и вы должны понимать о том, что как только вы начинаете транслировать свои планы в этот мир, то они могут негативно отразиться на реализации в жизни. И то, что вы задумали, может просто-навсего не осуществиться, не сделаться. Поэтому, пожалуйста, сегодня, даже если вас кто-то спрашивает, самая лучшая ваша подруга, знакомая, ваша сестра, о том, какие у тебя планы на то или иное, или на что-либо, просто улыбайтесь, скажите, что еще не пришло время, придет время, и вы посмотрите. Помните о том, что только вы сами для себя можете понимать и осознавать, как вы хотите изменить жизнь. Кроме того, во второй половине дня у нас с вами уже
будут новолуния, как говорится, в рассвете сил, у людей начнет подниматься работоспособность, активизируется, знаете, мыслительная деятельность достаточно сильно у некоторых людей, и обязательно смело осваивайте любые новые знания, при этом в любой области. Сегодня тот день, когда вы можете действительно аналитическим своим складом ума изменить свою жизнь. Кроме того, обращаем ваше внимание, новолуние у нас наступит в 12 часов 27 минут, и с этого момента многие люди начнут очень эмоционально общаться, разговаривать, что-то требовать и так далее. Возможно, даже проявление какой-то агрессивности, злости, даже жадности, потому что энергии идет много из космоса, начинается подпитка, а буквально пару дней назад еще ее не было, не хватало, и вот такой дисбаланс будет приводить к вот этим вот моментам. Поэтому обязательно контролируйте себя, контролируйте свои чувства, поэтому старайтесь не ругаться, не спорить, избегайте любых конфликтов и ссор. Даже если вас кто-то, вот, знаете, заставляет специально, или даже вы, знаете, бывает так, что человек завелся, и главное вовремя остановиться, понять, даже да зачем же мне это, да? Вот если вы это прочувствуете, вы будете большим молодцом. А что же касательно бизнеса и денег, обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо во второй половине дня заниматься любыми финансовыми деловыми операциями, но только теми операциями, которыми вы уже ранее проговаривали, обдумывали, прописывали. Это очень важно. Кроме того, сегодня удачно покупать, продавать недвижимость, автомобили, заниматься ценными бумагами. Но обращаем ваше внимание, сегодня это лучше всего уже делать во второй половине этого дня, то есть после 12 часов 27 минут по московскому времени. Обращаем ваше внимание. Кроме того, сегодня не лучший день для общения, для искреннего общения. Вообще старайтесь быть сегодня сами с собой в своих мыслях и ограничьте внешний контакт. Приглашает вас какая-то незнакомая компания, люди, которые вам мало знакомы, не соглашайтесь. Лучше идите в вечернее время домой, отдыхайте, набирайте сил, отдыхайте. Это сейчас для вас важнее. Обращаем на это ваше особое внимание. Что же касательно здоровья, то сегодня хороший день, чтобы позаботиться о своем здоровье и провести чистку организма. Также вы можете сегодня для себя на интуитивном даже уровне понять, что для вас полезно, что вредно. И даже если вы разбираетесь и понимаете, то сами себе можете выбрать ту диету, которая поможет вам действительно очистить свой организм. Мы не говорим о похудении. Помните о том, что похудение происходит в том случае, когда вы ведете правильный образ жизни, вы очищаете свое тело от всевозможной грязи, токсинов и так далее. Поэтому диета для вас должна быть в первую очередь это очищение вашего тела, вашей каждой клеточки. Помните об этом. Но энергия этого дня во второй половине дня будет наоборот стимулировать аппетит, поэтому старайтесь сегодня как можно меньше есть все подряд, будьте, пожалуйста, избирательны в еде и внимательны своему организму. Также сегодня хороши физические нагрузки, занимайтесь фитнесом, любите гимнастику, занимайтесь гимнастикой, но те болезни, которые будут проявляться сегодня или начинаться сегодня, они легко и быстро проходят, но если мы говорим с вами о зубах, если мы говорим о зубной боли, то, пожалуйста, будьте осторожны, для этого у нас есть стоматолог, к которому обращайтесь, потому что во второй половине дня будет челюстно-лицевой отдел будет являться, знаете, наиболее такой вот уязвимой частью вашего организма. Поэтому, если начинают зубки побаливать, не стоит оставлять это на потом, потому что сегодня именно челюстно-лицевой отдел, у него, знаете, сегодня есть слабые места, и зубы это в первую очередь. Что же касательно стрижки волос, то мы не рекомендуем в этот день заниматься стрижкой волос, потому что это время, этот день привлечет к вам ссоры, тяжбы, скандалы и недопонимание. Обращаем ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо еще раз строить планы и это все держать при себе. Да, многие любят делиться, рассказывать. Если мы говорим о работе, у вас сегодня совещание, обсуждайте это. Но
каких-то активных действий сегодня не стоит делать. Почему? Потому что день 2, и многие моменты еще могут проиграться при этом в другую сторону. Если в этот день решили давать деньги в долг, именно начиная со второй половины дня, то они вернутся вам сполна, и вовремя только даем деньги в долг до заката солнца. Обращаем ваше внимание. Хоть сегодня и понедельник, но мы с вами говорим о лунном календаре. Обратите на это особое внимание. Также сегодня противопоказаны злость, агрессивность и раздражительность. Также если у вас сегодня какие-то судебные процессы, тяжбы, какие-то разбирательства, то знаете, это не тот день, чтобы этим заниматься. Что же касательно общения с начальством, то сегодня, если вы будете обсуждать именно активными действиями заниматься, то это ничего не принесет вам хорошего. Сегодня хорошо менять место работы. Прямо вот прекрасный, чудесный день. Как мы уже говорили, занимайтесь сегодня недвижимостью, если вы риэлтор или хотите продать свою квартиру или участок и так далее. На что еще стоит обратить внимание, это на зачатие. Сегодня прекрасный день для зачатия, особенно для зачатия девочки и для продолжения рода. Что же касательно физических нагрузок, этот день прекрасно подходит для физических нагрузок. Также, если в вечернее время вам что-то захотелось поделать по дому, в квартире, то занимайтесь такими, но не глобальными, не генеральная уборка, не ремонта, а такое, знаете, поверхностное. Что же касательно сны, то сны в этот день бывают какими-то странными, страшными, запутывающими, но они, как правило, не сбываются. Обращаем на это ваше особое внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 13 ноября. Итак, девочки и мальчики, выпала карта на сегодняшний день, которая звучит следующим образом. Новые начинания и свежий старт. О чем эта карта говорит? О том, что сегодня, вот недаром сегодня, видите, у нас с вами новолуние в 12 часов 27 минут, и карта также в руку вот выпала, такая вот очень хорошая, что говорит о том, что многие этапы вашей жизни, они закончились. Знаете, надо подвести черту, сделать работу над ошибками и закрывать вот прошлое, и появляется у вас новая жизнь. И вот это новолуние, оно дает толчок очень многим людям. Главное вам, чтобы ваши глаза не боялись. Знаете, бывает так, что глаза боятся, а руки делают. Вот постарайтесь, чтобы ваши глаза были настолько закрыты, чтобы они не давали проявить вот этот страх, боль и так далее. Кроме того, обращаем ваше внимание, эта карта говорит о том, что высшие силы на вашей стороне, высшие силы на данном этапе вас очень сильно поддерживают, и ваша задача, конечно же, идти вперед. Почему? Потому что вас ждет что-то очень великое, хорошее, но здесь все зависит от вашего внутреннего состояния, хотите ли вы этого. Главное, чтобы вы были позитивно настроены, верили только в самое лучшее, потому что когда человек негативно смотрит на многие вещи, то есть, соответственно, в его жизни так же само происходит. Обращаем на это ваше внимание. Ну а если вы смотрите позитивно, с радостью, то, знаете, и ваша жизнь также будет меняться. Также постарайтесь сегодня отпускать все то прошлое, что вам, возможно, мешает или не дает вам покоя. Также по возможности очистите ваш дом, ваш рабочий кабинет, если мы говорим о работе, или ваш рабочий стол от ненужного, бумаг, вещей. То, что на данном этапе вот вам точно понятно, что не нужно, потому что, знаете, еще раз повторимся, это новолуние, оно очень сильное, и оно очень созидательное, и оно очень много чему вас может привести и изменить в вашей жизни. И молитва, которую мы рекомендуем вам в этот день прочитать, девочки и мальчики, звучит следующим образом. Спасибо за то, что даешь мне новые возможности и поддержку, и за помощь в самореализации и исцелении моего прошлого. Наполни меня верой во время жизненных перемен. Вот это слова молитвы, девочки и мальчики, будут в описании к этому видео. Обязательно их на протяжении дня говорите. Кроме того, сегодня очень хорошо, особенно начиная со второй половины дня, благодарить высшие силы, ангела-хранителя, все то, что есть в вашей жизни, и обязательно не бойтесь это новое приглашать в свою жизнь.
И, как мы сказали, сегодня действительно такой вот очень интересный день, энергетически сильный день. И мы рекомендуем вам сегодня в любое время провести следующую практику. Для этой практики вам понадобится или фломастер. Если есть карандаш по стеклу, возьмите карандаш по стеклу. Можете даже использовать помаду. Возможно, у вас есть какие-то ручки или фломастеры, которые рисуют именно по стеклу. И возьмите стекло, которое вот лучше всего, конечно, это на кухне делать. Что мы делаем? Мы просто рисуем 4 цифры, которые звучат следующим образом: 72, 63. И далее скажите: я приглашаю деньги в свою жизнь. На окне вы можете нарисовать в любом месте. Вот, не надо что-то большое, просто даже малюсенькие можете циферки написать. И таким образом вот вы... Но эту практику делать, друзья, еще раз напоминаю, нужно делать после новолуния. То есть после 12 часов 27 минут по московскому времени, то есть когда уже действительно произойдет само новолуние. И именно это поможет вам зарядить вот ближайший лунный месяц на привлечение изобилия, достатка и благополучия. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Девочки, мальчики, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.